Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из ВКонтакте из приложения «Форма для сбора заявок» в CRM-систему YouOnTravel. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в YouOnTravel создавать новые заявки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать новые лиды из приложения «Форма для сбора заявок», выбираем действие «Загрузить лиды New». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо отметить галочкой группу, в которой у вас подключено приложение «Форма для сбора заявок», и по этому приложению вы хотите выгружать новые лиды. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. После того, как вы предоставили разрешение и выдали доступ, это окно можно закрыть. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать группу, по которой вы хотите выгружать новые лиды. После этого необходимо отметить галочкой форму. Если вы хотите подключать все текущие и новые формы автоматически, ставим соответствующую галочку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные из ВКонтакте по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете перейти к вашей форме и сгенерировать лид вручную. Скопируйте ссылку на форму и откройте ее в отдельной вкладке. Заполните все поля и кликните «Отправить». После успешной отправки возвращаемся в сервис Apex Drive и подгружаем тестовые данные. После того, как данные, которые мы только что сгенерировали, отобразились на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем YouOnTravel. Далее необходимо выбрать действие. Если на основании лидов вы хотите создавать новые заявки, выбираем соответствующее действие «Отправить заявку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш YouOnTravel к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет YouOnTravel. Далее переходим в раздел интеграции, API и Webhook. На этом этапе убедитесь, чтобы были включены обе галочки. Также скопируйте ключ и вставьте его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля YouOnTravel для создания новой заявки. В эти поля вы можете назначить переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных,
которые будут отправляться в YouOn Travel при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в YouOn Travel». После успешной отправки переходим в YouOn и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных YouOn Travel успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!